Я вас приветствую на своем канале. С вами Валентина Никита. Новая работа из джинсовой ткани. Это будет или сидушка, или коврик. Смотрите, я взяла нетканое полотно. Можно взять любую ткань, какая у вас есть, ненужная. Она будет у нас закрыта. Собирала я ее, видите, где мне не хватало, чисто из остатков, из лоскутков. Наложила друг на другу и пустила строчку. Я решила пришивать полосы. Полосы мои 5 сантиметров. Готовый вид будет примерно 3,5 сантиметра. Я сложила ткань пополам. Сначала хотела от угла распределить, но у меня по размеру не получается. Немножечко сместила. Это будет у меня центр. 10 сантиметров от центра отложила прям до конца. Это будут мои границы. За границей я полоски пускать не буду. Нашла вот такой обрезочек ткани. Сейчас выкраиваю прямоугольник. Он у меня 10 на 10. И сейчас я его разрезаю. Треугольник ниже спустила. Он у меня неровно. Здесь у меня будет подравниваться, чтобы не нарушать рисунок. Я же прочертила эти полосы. Теперь я мелком просто перенесу их на обратную сторону, чтобы заново не чертить. Я на вторую сторону также зафиксировала треугольник, чтобы его не потерять. От этого треугольника зависит направление ваших полосок. Теперь берем полоску, поднимаем чуть выше и прошиваем. Прошили, берем, другую сторону прошиваем. Мы с вами прошили. Теперь нам можно смело отрезать. Но отрезаем по прямой, чтобы у нас была вот так вот прямая полоска. Теперь мы кладем полоску другого цвета, проходим. И здесь проходим. Но придерживаемся вот этих границ. Одну сторону я уже прошила, но хочу вам сказать. Вот мы проложили в серединке, пометку сделали. Когда мы пришиваем полоски, мы должны придерживаться этой пометки, тогда у вас будут полоски ровно. Вот эти ряды я сделала правильно, а потом пришла к мнению, а зачем я это делаю? Пусть ложатся, как ложатся. И каждая полоска стала у меня уезжать примерно на 0,5 миллиметрика. И посмотрите в итоге, что у меня получилось. Она получилась здесь короче, здесь длинней. Но для моих идей это даже и лучше. Пусть они будут разные. Этот угол я не забивала. Пусть он будет у меня пока что открытый. Перехожу на эту сторону, делаю такие же полоски. Как получится, так получится. Основной рисунок отутюжила, пустила кое-где в темных полосках декоративную строчку. И сделала вот такие два блока. 5 на 5 квадрат и обшила по кругу. И также пустила декоративную строчку. И мы теперь можем разместить вот так. Пусть заходит. Можем разместить вот так. Кому как больше нравится. Можем разрезать пополам. И пустить, допустим, так. Или пришить куда-нибудь сбоку. Это уже можно пофантазировать. Вот, допустим. Но мне больше нравится или так, или вот так. Вот эти нижние полоски мне здесь мешаются, но убирать я их не буду. Сейчас я проложу просто строчку, или надо просто зафиксировать булавками обязательно. На квадратных блоках вот эти углы я сейчас закруглю, чтобы было красиво. Ну а теперь в ход у нас идет вся вот эта мелочевка. Обыкновенные лоскуты, абсолютно ненужные, я подровняла и сделала небольшие закругления. Видите? И теперь я начинаю с середины. Вот так прикладываем и прокладываем зигзагообразную строчку. Можно прошить, конечно, и простой строчкой. Джинсовая ткань со временем забахромится и тоже будет выглядеть красиво. Но прохожу я не целую, а прохожу половину, потому что другим лоскутком я еще вот так прикрою. И нам надо заполнить
все наше пространство. Все полотно сразу не выкладываю. Часть сделала, зафиксировала булавками. И теперь начинаю с верхней. Видите, в серединке по центру у нас булавка. Отодвигаем, прокладываем строчку. Переходим, опять же, это у нас внизу, это наверху. Эту приподнимаем, проходим по кругу. И так мы делаем все. Но, чтобы у вас не было пробелов, и чтобы немножечко был нахлёст друг на друга. Посмотрите, как необычно это все выглядит. Закрыла середину и теперь переключаюсь на бока. Девчонки, не обязательно вырезать вот такие формы. Вот была у меня полоска, просто закруглила. Вот не хватает у меня здесь. Я беру, прохожу, прошиваю. Здесь пустоты. Это я во втором ряду делаю, второй ряд. Есть у меня вот такой лоскуток. Беру, прошиваю. Первый ряд сделала, где надшила, где подшила, где заплатку прилепила. У меня в ход идут все ненужные обрезки. Здесь, видите, уголок. А здесь я просто взяла и слегка закруглила. Все. Вот такая деталька получилась. Посмотрите, работа моя готова на 90%. Когда вы все заполнили фон, вам нужно обязательно проутюжить через мокрую марлю, потому что работа немножечко корёзлая. Когда вы отутюжили, вам надо обязательно выровнять. Берете длинную линейку от одного угла к другому, и излишки вы сначала начертите линию, по какой вы отрежете. Сравните ваши стороны, чтобы они были у вас одинаковые. И вам нужно будет поработать маленькими ножницами, потому что где-то идеально у вас лежит строчка, а где-то видно вот такие вот ниточки. Их надо убрать. Одним словом, сделать товарный вид. Когда я пришивала кругляшки, я иногда возвращалась обратно, где у меня оставалось примерно 30 сантиметра, я не отрезала нитку. Я просто слегка ее вытягивала и начинала следующий кружок. И в некоторых местах, допустим, там сантиметра 2, 3, 4, вернуться надо было назад и перейти на другой овальчик. Я так делала. У меня в некоторых местах по 2 строчки. Вот такая у меня получилась обратная сторона. По идее, у нас будет под подкладкой. Можно не отрезать. Но желательно здесь также навести порядок. И смотрите, вроде ровная сторона, да? А я прикладываю линейку из угла в угол. И посмотрите, сколько у нас излишек. Мы это все отрезаем. Полотно у меня получилось 78 на 44. Хороший вариант на сидушку, на лавочку. Как раз лавочки в основном плюс-минус 40 сантиметров. Но и так же, как коврик использовать можно. Так как это у меня будет сидушка на лавочку, у меня с той работы остался вот такой отрез ткани. Это образцы портьерной ткани. И как раз я вмещаюсь прямо в аккурат. И у меня получается вот эти дырочки, где вот так она всегда скрепляется наверху, образцы, они у меня не попадают в работу. Чтобы подкладка не смещалась, я по периметру зафиксировала булавками и в серединку несколько булавок. И теперь можно смело обрабатывать край. Вырезается полоска 4-5 сантиметров и сколько вам нужно по длине. Ну вот, посмотрите, моя работа полностью готова. Вот такая она с изнаночки, такая с лица. Быстро, просто, но, на мой взгляд, из старых вещей получается оригинальная вещь. Если вы поэкспериментируете с рисунком, это будет что-то такое новенькое, не заезженное. Посмотрите, как красиво это все смотрится. Буквально часа 4, и ваша вещь готова. Я вот показываю специально, потому что в разных ракурсах, чтобы вы увидели, как это симпатично смотрится. Ну, на этом все. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, а мы будем дальше экспериментировать. Заходите в гости, увидимся в следующем видео. С вами Валентина Никита. Пока-пока!